Дай только повод игрокам, как они создадут огромнейшее количество безумных теорий о разных персонажах, местах и событиях в Варкрафте. Иногда это доходит до абсурда и появляются теории, которые сквозь призму времени выглядят как тотальное безумие. Однако, иногда такие теории хотя бы частично подтверждаются. В этом ролике я хочу снова рассказать о паре шизовых теорий игроков, а также о том, как они подтверждались или опровергались с течением лет. Дроп. Страшное слово, знакомое любому игроку Варкрафта. Вот хочешь ты выбить редкого маунта и в течение 10 лет ходишь убивать какого-то босса, и тебе не везет. А вот твоему другу, который залетел на рандоме, чуть ли не с первой попытки выпадает этот маунт. Знакомо? Думаю, у многих были похожие истории. Со времен ванилы игроки постоянно строят разные теории о том, как на самом деле выпадают вещи и можно ли повлиять на дроп предметов. В ваниле без шуток на форумах обсуждали то, что на шанс дропа может повлиять лидер рейда. Если лидер рейда неудачлив, то хороших вещей будет мало. А вот если его заменить, то вещи польются как из ведра. Такие обсуждения изредка встречаются даже в наше время. Вот один игрок на форуме классики рассказал, что они ходили с одним лидером рейда и получили практически ничего. А вот стоило им взять другого лидера рейда из другой гильдии, и тут же вещи для легендарной громовой ярости начали активнее падать. Еще одна популярная теория касалась группирования игроков. Люди подмечали, что если они фармят вещи одни, то лут падает редко. А когда они объединяются с другими игроками, синие или эпические вещи начинают словно падать чаще. Еще когда-то существовала теория, связанная с известным аддоном под названием Atlas Loot. Якобы, когда игрок заходил в данж после ресета сервера и проверял таблицу вещей в аддоне, то шанс на то, что выпадут конкретно те отображенные вещи, был высоким, если даже не гарантированно. Список разных безумных теорий, которые строили игроки, можно продолжать долго. Какие-то были абсолютно безумные, какие-то более-менее реалистичными, но тоже вызывали сомнения. Так много разных предположений в старые времена возникало из-за того, что игра была куда менее изведана, а игроки, которые на момент ванилы и первых дополнений были более юными, чем сейчас, чаще искали закономерности, которых нет и не было. Допустим, в той же ваниле была теория, что глубокое дыхание Аниксии может быть более частым, если игроки совершают больше попыток убить босса. Хотя тут никакой закономерности просто не было. Это был рандом, а игроки просто напридумывали кучу всякого, что позже разработчики обыгрывали в разных достижениях как эдакую шутку. Тут же можно вспомнить то, что якобы убийство кота в Накстромасе запускало более усложненную версию Калтузада, или ряд других теорий и секретов, которые тогда были популярны в то время. Хотя не спорю, есть в Варкрафте случаи, когда рандом в игре вызывает удивление. Пару месяцев назад я рассказывал о игроках, которым удалось в течение буквально нескольких дней выбить подряд около 5-7 маунтов с невероятно низким шансом дропа, когда у обычных людей на фарм одного из этих маунтов могли уходить месяцы и даже годы. В 2007 году на официальном форуме игроки вновь подняли тему того, что рандом в игре странный и может быть подвержен закономерностям. На это представитель компании ответил, что выпадение вещей не зависит, вопреки мнениям людей, от времени суток, гильдии, лидера рейда и даже погоды. Дроп является рандомом. Есть какие-то факторы, которые влияют на генерацию сида выпадения вещей, но по его словам, как бы то ни было, все настолько случайно, насколько это возможно. И так или иначе, среди тысяч людей найдутся везунчики, которым выпадут одни и те же вещи много раз, или удастся выбить целую охапку крайне редких предметов. В 2009 году игроки снова заговорили о рандоме, а разработчики рассказали, что они сейчас пытаются изменить систему, касающуюся выпадения квестовых вещей. Как все было раньше. Вот, допустим, есть волки, из которых нужно добыть 10 лап. Шанс дропа одной лапы, вопреки логике мира, составляет 35%. В 2009 году переработали систему, и рандома стало меньше. Появилась прогрессивная случайность. Система запрограммирована так, чтобы одна лапа точно выпадала за X количество убийств. Поэтому шанс дропа с каждым последующим убийством будет повышаться. Поэтому игрок гарантированно получит 10 лап, убив, допустим, 30 волков. Но это, к сожалению, лишь очень редкий пример того, когда нам стало известно, как работает какой-то из аспектов выпадения вещей. Зачастую это просто покрыто пеленой тайн. Гневион – один из центральных персонажей дополнения Dragonflight, которого мы встречали много раз в разных дополнениях.
Он в меру заносчив, харизматичен. Во времена Дренора появилась безумная теория, согласно которой Гневион — это древний бог, или хотя бы прислужник Нзота. Причем такие теории появлялись даже в сравнительно недавнем времени. На форумах времен битвы за Азерот можно найти подобные спекуляции. Но что заставляло людей полагать, что Гневион, который посвятил часть своей жизни тому, чтобы убивать слуг древних богов, сам оказался их прислужником или даже самим древним богом? Давайте для начала небольшой сюжетный экскурс. Жили-были черные драконы. Как и многие другие драконы, они должны были приглядывать за Азеротом. Но черные драконы под предводительством Смертокрыла, наоборот, начали сеять хаос и разрушение. Древние боги развратили стаю драконов, что сделало многих пешками в чужих руках. И вот Гневион, прямой родственник Смертокрыла, по стечению разных обстоятельств был очищен от влияния древних богов, как и немногочисленные члены его стаи. А многие другие черные драконы к тому времени были либо поглощены влиянием тьмы, либо убиты. Он зарекся, что очистит драконов, уничтожит слуг древних богов и вернет величие своей стаи. В Пандарии мы встречаем его в человекоподобном образе. Он помогает героям в кампании против Гароша, а также рассказывает о своих таинственных видениях, которые предвещают более грозного врага. Пылающий легион. Несмотря на то, что он помогал как игрокам Орды, так и игрокам Альянса, оказалось, что он это делал не от доброты душевной. За этим скрывался прагматичный мотив. Он надеялся, что после смерти Гароша между фракциями начнется грызня. Зачем ему это было нужно? Он считал, что противостоять врагам из его видений сможет только объединенная сила, которая не будет отвлекаться на сторонние войны и конфликты. Ему было неважно, победит ли Альянс или Орда. Главное, чтобы осталась одна сила, способная выдержать натиск более серьезного врага. В одном квесте, когда оказывалось, что его план провалился, он говорил об этом чуть ли не прямо и упрекал Вариана Рина, что он не начал бойню сразу после падения Гароша. В одной теории, опубликованной немногим после Пандарии на форуме MMO Champion, говорилось, что Гневион может быть Нзотом из-за сходств вселенной Лавкрафта. Все мы знаем, что немало вещей Warcraft были основаны на книгах Лавкрафта, и в особенности это касалось древних богов. Йог-Сарон имеет некоторые сходства с Йог-Сатотом из книг Лавкрафта, Ктун с Ктулху, а Нзот чем-то похож на Ньярлатхотепа. Ньярлатхотеп также является относительно активным богом и чаще вмешивается в дела других существ. Он описывается как такой себе манипулятор и 5D шахматист. А еще он периодически появляется в мире не в своем чудовищном образе, а в виде высокого, смуглого, загадочного человека. По виду он напоминает древнеегипетского фараона, а это в свою очередь уже напоминало образ Гневиона. По этим косвенным признакам и связям вселенной с Лавкрафтом игроки пытались провести параллели между персонажами. Но эта теория с Гневионом имела много слабых мест и дыр. Что ж говорить про его стремление очистить черных драконов от наследия Смертокрыла. В других шизотеориях о том, что Гневион Нзот, игроки искали подвохи в его действиях, особенно в Пандарии и Дренории, где, по всей видимости, частично его сюжетная линия была вырезана на этапах разработки. Но ничего, что было бы впрямь железобетонным доказательством, обнаружено, понятное дело, не было. Но сквозь призму времени довольно интересно читать подобные теории. Есть в игре одна интересная раса — поджигатели. Мы встречали их несколько раз, в основном в местах, которые были связаны со стихиями и Рагнаросом. Эта раса представляет из себя существ, которые похожи на Наг. Однако их черты более грубые, лица заострены и несколько брутальнее. С их спин дополнительно прорастают жуткие острые костные наросты. Их глаза черны, а кожа имеет более желтоватый оттенок, в отличие от Наг. У истории этой великой расы мы знаем немного, кроме пары фактов. Они служат Рагнаросу, обитают в огненных просторах и огненных недрах. Последнее место особенно примечательно. Так как многих поджигателей мы встречали как раз в огненных недрах, у игроков возникла теория о их истинном происхождении. Вот были эльфы. Под влиянием древнего бога они извратились и стали нагами.
А что, если дворфы последовали по такому же пути и тоже стали такими себе нагами, но чуть брутальнее? В Черной горе как раз удобно располагался клан дворфов Черного Железа, которые иногда даже взаимодействовали с Ордой во время Первой и Второй войн. Клан был, скажем так, специфическим. Они были склонны к внешнему влиянию, более коварные и жадные в сравнении с другими варфийскими кланами. А такие черты они обрели как раз из-за Рагнаросса. Несмотря на то, что по концепту действительно со стороны эти факты сходились воедино, дворфов наг мы так и не увидели. Со временем разработчики опровергли предположения фанатов. Сначала в не совсем каноничном Warcraft RPG было описано, что они являются вообще независимой расой. Более того, они элементали. Но элементали особенные, из плоти и крови, что их сильно выделяет на фоне многих других элементалей стихий. А затем уже в паре заданий внутри игры давались намеки на их стихийное происхождение. Запределье уже который десяток лет находится в удручающем состоянии. На полуострове Адского Пламени полный кошмар, мрак и запустение. А вот в Зангартопе бурлит жизнь, есть реки. Может быть, я бы сказал, тут живности даже слишком много. Но интересно в контексте этой локации и спекуляций в сообществе, это резервуар Кривого Клыка. Во времена Burning Crusade появилась теория, что одно из назначений этого комплекса – сделать новый колодец вечности. Как мы все знаем, солнечный колодец эльфов во время Третьей войны был осквернен и впоследствии уничтожен. А эльфы, которые сильно зависели от этого источника, были вынуждены искать новое место, где бы они могли черпать энергию. Кельтас, следовавший за Илиданом, надеялся найти в Запределье что-то, что сможет утолить жажду его народа, и в теории Илидан мог помочь эльфам решить проблему солнечным колодцем. Илидан давным-давно заполучил 7 флаконов колодца вечности, что в теории позволяло создавать новые источники энергии. 3 флакона он использовал, чтобы сделать источник в Хиджале. Еще 2 он отдал своим соратникам, Леди Вайше и, собственно, Кельтасу. Что случилось с последними флаконами, нам неизвестно. Тут есть немало предположений. Одно из них гласило, что они были использованы, но в другом месте. В Черном храме есть святилище потерянных душ. Это место, как нам известно, с очень немногочисленных источников, является местом с большим потоком энергии. А в одном древнющем задании во времена Пандарии один NPC говорит, что по его мнению, флакон колодца вечности был использован как раз в этом святилище. Якобы это место по силе практически не отличается от оригинального источника в Азеротье. А все это могло использоваться как своеобразная плата демонам, чтобы они питались этой энергией, меньше зависели от скверны и продолжали быть лояльными Илидану. Еще игроки полагали, что эльфы и наги могли соединить силы этих флаконов, чтобы сделать как раз в Зангартопе еще один источник. Это требовало колоссальных ресурсов, в том числе воды, чем и занимались наги, высасывая воду из всей локации. К сожалению, внутри самого Варкрафта история резервуара Кривого Клыка практически не раскрывалась, а мотивы его создания оставались загадкой. Даже упоминания о том, что в Черном храме мог быть создан новый источник энергии, были совсем не очевидны для подавляющего большинства. Только в Пандарии появилось больше ясности. В книге о Илидане, которая вышла через 7 лет после завершения Burning Crusade, есть лишь краткое, мимолетное упоминание назначения этого водного комплекса. Леди Вайши, которая была лояльна Илидану, должна была взять под контроль воды всего Запределья. Это был один из этапов, по которому Илидан должен был получить власть над умирающим миром. А ввиду того, что в Запределье и так хватает проблем с водой и едой, контроль над водными ресурсами позволил бы влиять на местные расы. Так что теория с потенциальным использованием флаконов тут, скорее всего, на этом и заканчивалась. В любом случае, жаль, что разработчики, имея все возможности, слабовато раскрывали подобные довольно интересные места. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!